Микрофон. Отлично. А теперь напишите, пожалуйста, слышно, видно меня? Отлично. Ну, как минимум, 3 человека есть. Уже можно начинать и проводить запись. Даже мне пишут, что 10 человек есть уже на прямом эфире. Отлично. Хорошо. Здравствуйте. Всем добрый день. Я сразу скажу, что я прямые эфиры провожу не так часто, хотя все время хочется, конечно, их чаще проводить. Поэтому иногда в прямых эфирах я сбиваюсь и могу что-то немножко тормозить. Причем, что когда я провожу прямые эфиры, непривычно еще то, что зависает немного трансляция, она тоже идет с задержкой. Я буду говорить, потом периодически буду возвращаться в чат, чтобы почитать ваши вопросы. Если они у вас есть, вы пишите смело по ходу того, что я буду рассказывать, либо в целом, когда они у вас будут появляться. И давайте я буду сейчас переходить уже к гороскопу. Значит, еще напишите мне, пожалуйста, хорошо ли видно вам гороскоп. Самое главное, вот гороскоп основной, там, где написано натальная карта раси. Отлично, видно, хорошо. Значит, переходим к анализу гороскопа. Ну, я думаю, что кто такой Джеффри Эпштейн, вы все знаете, раз вы пришли на этот эфир. И мало людей, наверное, в мире, кто не слышал это имя, потому что оно прогремело в последнее время очень громко на весь мир. И этот человек, конечно, сумел создать удивительную такую сеть, которая очень долго действовала и была таким тайным, ну, то есть это на самом деле это реально тайное сообщество, которое творило непонятно какие вещи, и самое главное, что очень много людей там было задействовано, тех людей, которые внешне представляли из себя людей, такие меценаты, спонсоры, какие-то люди, которые сами, да, говорят, как кому жить, как кому действовать. То есть такие люди, которые обладали каким-то авторитетом, и эти авторитеты в связи с делом Эпштейна, они померкли. Значит, перед нами гороскоп самого Джеффри Эпштейна. Этот гороскоп есть в Астродатабанке. В принципе, мы можем с вами убедиться в том, что гороскоп действительно ему очень подходит по многим параметрам. В первую очередь хочется обратить внимание, но я картинки здесь не буду показывать, потому что мне сложно, в принципе, трансляции проводить. Я не так часто их провожу, поэтому, ну, посмотрите, как он выглядит, да, его внешность. Я думаю, что вы и так знаете, да, что у него такое достаточно вытянутое лицо, очень овновское такое, и заподозрить, что там что-то есть связанное с овном, очень легко по его форме даже черепа, по такому вытянутому лицу. И здесь мы видим управитель первого дома гороскопа Лагнеш в знаке зодиака Овен, что вот придает внешности такую овновские такие черты лица. На самом деле интересно, что я, наверное, буду много про Эпштейна самого говорить, про гороскоп и про то, что в этом гороскопе, и в целом, что этот гороскоп отличает с точки зрения человека, который способен на такие вещи. Но итак, гороскоп в целом очень интересен, если мы берем вот как астрология работает, потому что если мы возьмем, допустим, восходящую накшатру, под которой родился Джеффри Эпштейн, это Пурва Ашатха.
И все вы знаете, что Джеффри Эпштейн, у него как минимум 2 острова в океане, на которых происходили все вот эти события, связанные с насилием над людьми, с тем, что там приезжали гости, приглашенные на этот остров, на эти острова. Пурва-Шадха. Если кто-то не знает Накшатры глубоко, ну и в целом, да, это все равно интересно знать. Пурва-Шадха — это Накшатра, у которой считается управляющее такое божество Апас, богиня воды. И Пурва-Шадха, то есть это божество воды, можно сказать, которое так или иначе человека делает каким-то вот причастным к водной стихии. Бывает так, что человек живет возле водоема, бывает так, что человек куда-то переезжает и там появляется водоем, либо как-то деятельность человека может быть связана с водой. Может быть связано таким образом, что человек, если, например, управитель 6-го дома гороскопа находится в Пурва-Шадхе, человек, например, связан с морем, он там плавает, это моряк или рыбак или еще кто-то, то есть связанный с водой. Здесь Пурва-Шадха у нас управляет всем гороскопом и говорит о том, что человек может быть связан каким-то образом с водой. Помимо этого, Пурва-Шадха управляет Пурва-Шадха, это Венера, и Венера в этом гороскопе соединена с Марсом, с показателем недвижимости, то есть таким образом намекает на то, что может быть недвижимость какая-то вот водная, что-то в этом роде. Но это такие просто ремарки к гороскопу, интересные как с точки зрения изучения астрологии. И в целом, да, это человек, который, ну, дошел до таких высот, можно сказать, потому что, в принципе, он не из такой прям знаменитой, какой-то богатой, известной семьи, как Джеффри Эпштейн, и способность куда-то вот втереться, войти в какие-то высокие круги, это в том числе Пурва-Шадха, Уттара-Шадха, 2 накшатры, которые здесь у нас представлены. Это восходящий знак у нас располагается в Пурва-Шадхе, Солнце в Уттара-Шадхе и Меркурий в Уттара-Шадхе. То есть это 2 такие накшатры, которые связаны со стремлением проникнуть в высшее общество, со стремлением добиться какого-то положения. У Пурва-Шадха вообще непобедимая. Накшатра считается непобедимой, которая в том числе связана иногда с объявлением войны, то есть начать что-то, начать действовать против кого-то. Но это ладно, как бы все это такая лирика, вступление, и очень понятно, почему Джеффри Эпштейн стремился к тому, что... То есть у него была страсть, вот Раху, соединенный с Солнцем, у него была страсть к власти, к тому, чтобы занять какое-то положение в обществе. И многие вещи, которые в его гороскопе есть, я буду сейчас проговаривать. Вообще в целом, почему педофил? Почему этот человек имеет отношение не просто вот к торговле людьми, да, но у него страсть там несовершеннолетние дети, несовершеннолетние подростки. И так интересно с точки зрения астрологии, опять же, даже я вот сегодня готовилась к этому эфиру и листала гороскопы педофилов, то есть людей, которые на самом деле там сидели в тюрьме за эти преступления, у которых это доказанное дело. И очень часто это в том числе учителя. Очень часто. И так получается, что учительство, дети, ученики, последователи, это все у нас связано с точки зрения астрологии. И религия у нас тоже связана с этим. Почему? Только, пожалуйста, да, без осуждения, без ничего, и тем более без каких-то в мою сторону камней, потому что, в принципе, все знают, что и в церкви тоже такие вещи происходят. И если мы будем разбирать гороскопы людей, которые, доказано, что они связаны с педофилией, что они являются педофилами или каким-то образом в этом замешаны, у них у всех будет там тесная связь с 5-м домом гороскопа. 5-й дом — это дом детей, Путра-Карака — показатель детей, 5-й дом — дом детей, управитель 5-го дома. И
очень часто у них управитель первого дома в пятом, управитель пятого дома в первом, Раху в пятом, Луна может быть в пятом доме гороскопа. И я вижу, что практически везде к пятому дому гороскопа имеет отношение Венера. То есть Венера показатель любви, показатель того, что нам нравится. И Венера как бы показывает, что человеку нравится. Ну, конечно, пятый дом это не только дети, это еще, в принципе, развлечение. То есть человек с Венерой в пятом доме гороскопа, он, в принципе, может просто любить развлекаться, получать подарки, тусоваться, играть и так далее, и так далее. Но опять же, мы здесь разбираем признаки, которые должны быть в совокупности. То есть мы не можем судить по одному признаку, что вот человек 100% такой. Для этого должно быть много указаний. То есть чтобы судить о том, что человек обладает такими наклонностями, для этого должно быть несколько указаний, да, совокупность. Но управитель первого дома в пятом, управитель пятого дома в первом, соединение управителя первого с управителем пятого дома гороскопа – это один из таких признаков, что у человека может быть как и Раху в пятом доме гороскопа, как и Луна в пятом доме гороскопа. Это один из признаков того, что у человека может быть интерес в эту сторону. Интерес в сторону детей, в сторону развлечений с детьми. И у Джеффри Эпштейна здесь, но опять же, то есть и у Джеффри Эпштейна есть управитель первого дома в пятом. Мы видим, что управитель первого дома в пятом, Юпитер у Джеффри Эпштейна присутствует. И эта же комбинация часто встречается у учителей. То есть этот человек юпитерианец, он родился, это восходящий стрелец, управитель первого дома гороскопа, у него Юпитер в пятом доме гороскопа. И Юпитер в пятом доме гороскопа, он, в принципе, предполагает, что человек может быть учителем. И Джеффри Эпштейн на самом деле работал учителем. Он работал учителем после колледжа. Он не закончил образование, он пошел без образования работать учителем математики. Какое-то время работал учителем математики, а потом перешел в сферу финансов и инвестиций. Но есть еще две такие маленькие ремарки по поводу пятого дома гороскопа Юпитера. И Юпитер в пятом доме гороскопа и Меркурий в пятом доме гороскопа при наличии других дополнительных признаков, это тоже не очень хороший признак по отношению с детьми, по наличию детей. Но больше даже не по наличию детей, а больше по отношению с детьми. Здесь мы видим управитель первого дома гороскопа в пятом доме гороскопа. В принципе, это уже говорит о том, что у человека интерес в эту сферу, то есть Лагнеш в пятом доме гороскопа. Сфера интересов человека, пятый дом. Это дети, игры, подарки, романы, влюбленности. Недаром сейчас говорят о том, что Джеффри Эпштейн, есть же еще конспирологическая теория о том, что он на самом деле жив, и о том, что он где-то скрывается, и нашли его аккаунт в какой-то онлайн-игре. Якобы в этом онлайн-аккаунте он периодически появляется, но в целом доказано, что он играл в какую-то онлайн-игру на постоянной основе, у него был аккаунт в этой онлайн-игре, он пополнял там счет на этот аккаунт. И, в принципе, то есть это как бы факт того, что он, помимо того, что он вот увлекался такими вещами, он еще был игроманом. Так, сейчас я на минуточку, потому что долго говорю, сразу посмотрю, есть ли там какие-нибудь у вас вопросы. Верх карты немного уехал наверх. Ага. Все видно теперь, много накшатра про двойственность. Да, это еще... Спасибо, Наталья. Это еще мы будем говорить, потому что много всего можно сказать про него, про Джеффри Эпштейна, про накшатры и про все остальное. Но накшатры, да, накшатры и не только у него, и мы посмотрим еще других людей, тоже накшатры. Значит, первое, что управитель первого дома гороскопа в пятом.
Это мы посмотрели. Ну, часто еще Меркурий тоже у нас имеет отношение к 5-му дому. Второй момент, который есть в этом гороскопе. Да, накшатры. Мало того, что у нас есть Пурвашатха, которая нам говорит про морскую стихию, но Юпитер у нас тоже находится не в простой накшатре, а Юпитер находится в такой накшатре, которая прям вот не в бровь, а в глаз, потому что Юпитер у нас находится, Юпитер планета ценностей человека. Через Юпитер мы можем раскрывать, что человек, какие ценности отстаивает, какие ценности для него, ну, то есть, что составляет систему ценностей человека, что будет таким, ну, Римской империей человека, грубо говоря. И здесь Юпитер находится в накшатре, который называется Бхарани. И символ этой накшатры – это женская лона. То есть, в принципе, это накшатра, которая наделяет повышенной сексуальностью, но не только повышенной сексуальностью. Кстати, еще даже вот те, у кого есть планеты в этой накшатре, например, актрисы с планетами в этой накшатре, обычно эти актрисы побеждают в рейтингах самых сексуальных, тоже в том числе. Но еще Бхарани, она отличается такой революционностью, и люди с накшатрами, с проявленной накшатрой Бхарани, ну, либо, в принципе, в какие-то периоды, когда у них там включается накшатра Бхарани, они могут что-то вынашивать, какие-то планы, что-то держать в секрете, что-то делать тайны. То есть недаром Бхарани, она такая тоже накшатра революционеров, которые что-то скрывают, что-то вынашивают. Но в том числе она дает повышенный интерес. Она, конечно, бывает там у гинекологов, например, проявлена, у тех, кто связан с темой деторождения, вынашивания детей. То есть Бхарани, она напрямую вот про процесс вынашивания ребенка. Но тут, к сожалению, это проигралась самым таким негативным способом. Еще один момент такой очень важный, это в принципе даже двойной такой момент, это две планеты в знаке зодиака Водолей. И с одной стороны, вот эти две планеты в знаке зодиака Водолей, Марс и Венера, они, в принципе, сами по себе, соединение Марса и Венеры, они создают такую йогу страсти. Йога страсти, кто-то ее называет еще, я слышала, так называют, Камасутра йога. Но в принципе это соединение Марса и Венеры, оно проявляется как повышенная сексуальность. И если мы говорим про соединение Марса и Венеры, в принципе, оно не всегда может быть в гороскопе людей, которые связаны с такими вещами, но есть варианты. Допустим, Марс в Тельце. То есть, опять же, это должно быть в совокупности. Это не значит, что все люди, у которых Марс в Тельце, что они все вот такие вот. Но, как вариант, это может быть Марс в Тельце, Марс в Весах. По сути, по факту, я вот, знаете, иногда вот такое бывает, там, цветное зрение, да? Или еще что-то в этом роде, как говорят, цветное зрение. Я бы вот это описала так, что энергия, сила физическая направлена на сферу любви и отношений. Венера представляет в нашем гороскопе не только то, как мы любим, но Венера представляет наших партнеров, и мы применяем эту силу к партнерам, ну, либо в сфере венерианской, да, если Марс в Весах, Марс в Тельце, то в венерианской сфере мы применяем какую-то силу. И соединение Марса и Венеры очень часто тоже в гороскопах, и вы посмотрите сегодня, как это действительно работает. Вот все, кто замешан в этой истории, у них у всех есть признаки вот этой вот, ну, можно сказать даже, что при прочих, при других признаках это половая распущенность. То есть, когда человек очень много внимания уделяет этой сфере. Это не значит, опять же, что все такие, да, что все, но должны быть дополнительные признаки. При этом Марс и Венера в Водолее. Водолей это у нас, ну,
гуманистический знак, но мне всегда странно на самом деле, что Водолей очень гуманистический знак, потому что при поражении Водолея, когда в Водолее у нас Марс, Сатурн, Раху, хотя Раху и Сатурна вроде как в сильном для себя положении, но при поражении Водолея, особенно вот Накшатра Пурва Бхадрапада, Водолей, ну, далеко не гуманистический получается, далеко не гуманистический, а наоборот. Хотя, может быть, конечно, такое, что вот у каждого, кто действует под воздействием вот этого Водолея и делает что-то под воздействием Водолея, у него наверняка есть какая-то идея фикс, что я вот это делаю ради какой-то большой цели, потому что Водолей считается, что это такой, знаете, как Данка, который вырывает свое горящее сердце, что я вырву свое горящее сердце и пожертвую каким-то количеством вот ну, чем-то пожертвую, да, ради общего блага, ради будущего какого-то. То есть как бы Водолей смотрит вперед. Но вместе с тем, вот самая жесткая Пурва Бхадрапада, первая пада у нас, то есть Накшатра Пурва Бхадрапада и ее первая пада этой Накшатры, это самая-самая жесткая пада Накшатры Пурва Бхадрапада. Пурва Бхадрапада у нас тоже, да, как правильно написали в комментариях, это тоже такая Накшатра, которая очень, на самом деле, во-первых, жесткая, во-вторых, она связана непосредственно со смертью, потому что ее символ это похоронный катафалк. И она у нее в том числе есть символика, это двуликий человек, то есть когда эта накшатра поражена, это может напрямую так отображаться в жизни человека, что он может вести двойную игру. Утром он меценат, филантроп, как Джеффри Эпштейн, а ночью он насильник и торговец людьми. То есть она очень двойственная на самом деле, и когда эта накшатра поражена, то это может давать очень плохие результаты, очень злые такие результаты. Ну, еще символ у этой накшатры это одноногий козел, и вот тоже интересно, что еще он нерожденный одноногий называется, то есть как-то вот очень много вот связанного с младенчеством, с младенцами тоже, да, вот если брать символику этих накшатр. Но сама суть того, что мало того, что соединение Марса и Венеры, еще и Пурва Бхадрапада, еще и Марс в этой ужасной накшатре, именно эта пада, когда там Марс, она может давать такие тоже жесткие революционные взгляды. Я даже писала, кстати, на эту тему пост. Например, вот когда там арестовали такого женоненавистника Арсена Маркаряна, я смотрела его гороскоп, у него, по-моему, Сатурн в этой накшатре, в этой же паде. И такие вот самые яростные женоненавистники, те, которые вот так очень плохо какую-то несут риторику такого разжигания ненависти по половому признаку, у них очень часто поражение вот Накшатре, Пурва Бхадрапада и Малефиками, то есть там Марс, Сатурн, Раху, Кету в этой Накшатре чаще всего находятся. И не только Арсен Маркарян, еще там другие товарищи тоже с этой Накшатрой. Что еще? Что еще по поводу людей, которые, вот как Джеффри Эпштейн, которые способны на многое. То есть есть люди, которые, в принципе, там, допустим, развлекались, которые приезжали, просто приехали развлечься, но, может быть, они просто участвовали как в развлечениях. А Джеффри Эпштейн это на самом деле вот человек, который как паук построил целую сеть, и на самом деле это человек, который в том числе замешан в самых тяжких преступлениях. И с одной стороны, тоже, когда я рассматривала тему Пи Диди, я это тоже уже вопрос этот поднимала, который я сама исследовала по поводу Раху во Льве, Кету во Льве, соединение Солнца с Раху, соединение Кету с Солнцем.
И здесь мы видим Раху и Солнце, соединение Раху и Солнца. Во-первых, Солнце — это власть, Солнце — это статус. Но опять же, Солнце — это сияние, хочется быть заметным, хочется оставить после себя след, хочется что-то сделать. Но это одна сторона вот этого вот сияния, власть, да. Другая сторона — это приближение себя к Богу, то есть когда человек ощущает свою избранность, уникальность, когда Раху и Солнце, когда Раху во Льве, у человека может возникать такое ощущение, что я могу делать все, что хочу, я могу, мне дозволено, мне позволено, никто меня не остановит, я избран Богом. Вот это такая история бывает, когда у человека Раху соединяется с Солнцем, и когда Раху во Льве. И у Джеффри Эпштейна это очень хорошо прослеживается как мотив в том, что он делал. В принципе, то есть приблизиться к власти, обрести власть, это и Накшатры, это и Раху с Солнцем. И он, в общем-то, скорее всего, это делал с целью, то есть бывают преступники, которые вот просто там у них психологические отклонения, да, и они делают, потому что они не могут себя где-то контролировать. А это человек, который себя, в принципе, вполне себе контролировал и делал эти вещи осознанно, потому что в целом преступники, они, конечно, имеют поражение чаще всего 9-го дома гороскопа. 9-го дома гороскопа и вот такие вот преступники, которые душевно больные, которые имеют проблемы с психикой серьезные, у них часто еще поражен 4-й дом гороскопа, потому что 4-й дом, дом психики, дом внутреннего ощущения счастья. А 9-й дом гороскопа — это дом морали. Морали, как и Юпитер, в принципе, у нас планета морали, очень часто поражен. И если мы посмотрим на гороскоп Эпштейна с точки зрения вот поражения 9-го дома гороскопа и 4-го дома гороскопа, то, в принципе, 4-й дом гороскопа здесь у нас находится Луна, да, она хозяйка 8-го дома, но, в принципе, у нас здесь находится Луна. Обычно у душевно таких вот неуравновешенных людей, у них там все-таки малефики чаще всего в 4-м доме гороскопа. Но здесь есть поражение управителя 9-го дома гороскопа Раху, Марсом. Ну и, в принципе, можно сказать, что и управитель 4-го дома гороскопа тоже поражен Сатурном, но это как бы тоже, ну, такое себе поражение, потому что Сатурн у нас в экзальтации, Юпитер хорошо расположен в 5-м доме гороскопа. То есть, в принципе, я бы сказала, что на первый взгляд гороскоп Эпштейна, вот если так не вдаваться в подробности, он вполне себе выглядит не как гороскоп человека такого вот ну, не то что неуравновешенного, а не отдающего отчет своим действиям. Больше все-таки этот человек выглядит как действительно организатор, администратор, который очень четко все просчитывает, все делает с Меркурием в 1-м доме гороскопа. И Меркурий у него в Уттарашадхе, и Солнце в Уттарашадхе. То есть это такой администратор, который четко все просчитывает, все знает, все делает, то, что его приведет к его целям. Поэтому, в принципе, ну вот еще можно было бы посмотреть на Вамшу, опять же. И точно так же, условно можно сказать, что ось 4-го, 10-го дома гороскопа поражена там Раху и Кету, но в целом таких серьезных поражений 4-го дома мы здесь не наблюдаем. То есть внутреннего ощущения счастья, психики мы здесь не наблюдаем, как бывает, когда вот человек действительно душевно больной, и делает потому, что он вот нездоров. Скорее тут холодный расчет все-таки. Сейчас почитаю ваши вопросы, если есть, и я бы дальше посмотрела, наверное, сейчас я гляну. Нет, еще есть у меня кое-что еще что сказать по поводу Эпштейна. Так вот, что еще по поводу Эпштейна, что еще по поводу преступников таких, как Эпштейн?
Есть у меня много наблюдений, я, конечно, эту тему особо еще не могу сказать, что я прям ее на 100% исследовала, но все-таки есть очень много наблюдений по поводу того, что в гороскопах убийц, именно вот те, кто на такое способен, у них очень часто управитель первого дома гороскопа в седьмом и седьмого дома гороскопа в первом. Но чаще всего, конечно, у них такое бывает. Или вот у каких-нибудь маньяков еще часто управитель седьмого дома в восьмом, восьмого дома в седьмом тоже. И у Эпштейна у нас управитель седьмого дома гороскопа в первом. Опять же, если мы будем говорить о том, что мы у кого-то в гороскопе это видим, это не значит, что этот человек обязательно должен что-то такое совершить. Это как один из признаков в совокупности признаков, которые могут быть. Но по совокупности признаков мы увидим у Эпштейна очень много таких вещей, которые могли бы насторожить. Есть еще тут один такой вот тоже интересный такой признак. Опять же, если говорить о том, что Кету у нас показывает таланты, либо опыт, накопленный в прошлых воплощениях, то Кету у нас в этом гороскопе стоит в восьмом доме. И опять же, в знаке зодиака Рак, вместе с Плутоном. И посмотрите, как на самом деле это тонко и иносказательно может выглядеть. Рак – это какая-то территория, это недвижимость. Кету – это то, что скрыто. И восьмой дом – это то, что скрыто. И Плутон, только, пожалуйста, не пишите мне о том, что мы не используем в ведической астрологии Плутон, потому что все равно, если вы смотрите меня, то, наверное, тогда слушайте мою точку зрения и будьте, пожалуйста, лояльны. Я вижу, что Плутон тоже очень хорошо у нас работает, показывает. И здесь у нас Плутон находится в знаке Рак, в восьмом доме гороскопа вместе с Кету. То есть то, что в том месте, где человек живет, либо какая-то недвижимость, у него какая-то территория, что-то скрыто, и что-то скрытое, связанное с преступлениями, со смертью, потому что Плутон, он тоже символизирует такие вещи. Так, теперь давайте по вопросам, наверное, тут я не знаю, больше ничего не хотелось бы мне пока что говорить, потому что уже тоже много говорю, гороскопов у нас много. Луна в Утарабхадрападе. Ну, Луна, конечно, Луна в Накшатре Сатурна, но что мы можем сказать про Луну, которая у нас имеет отношение к Сатурну? Луна все-таки немножко замораживается. То есть человек, знаете, вот как медик. Потому что все-таки, когда человек такое делает, у него должно быть какое-то хладнокровие. Ну, хладнокровно наблюдать за чужими страданиями, хладнокровно наблюдать за какими-то проблемами, или хладнокровно делать какие-то вещи, совершать преступления. И да, хладнокровие, Луна в Накшатре Сатурна, Луна, соединенная с Сатурном, Луна под аспектом Сатурна, она может давать именно такие немного замороженные чувства. В таких делах, когда ты плетешь вот такую вот сеть, это супер важно на самом деле. И то, что он как будто бы далек от реально умного человека, но он паук, он очень как паучок сплел такую сеть. И просто иногда некоторым людям удобно оказаться глупыми, чтобы на них никто ничего не подумал. А то, что он действительно манипулятор очень серьезный, который столько времени
просто-напросто таким огромным количеством людей манипулировал, и тем более людьми, которые имеют вес, которые имеют ресурсы, которые обладают огромным влиянием. То есть это надо быть самому хитрее хитрых. И тут еще есть у нас, кстати, Ашлеша. Опять же, если говорить про таланты, у него кету в Ашлеше. Ашлеша — это такая у нас змейка хитрая, которая может манипулировать, которая может втираться в доверие, которая может впрыскивать яд туда, куда надо впрыснуть яд. То есть, ну, да, за счет манипуляции, за счет таланта манипулировать, может быть, где-то выезжал. А давайте посмотрим эту сообщницу его. Вообще сообщницу, наверное, потом. Просто я бы хотела еще показать, допустим, вот этих вот товарищей, которые тоже очень сильно мелькают в списках Эпштейна, и которые говорят, что они ни при чем, которые говорят, что они к этому не имеют никакого отношения. Вот перед нами гороскоп Билла Клинтона, который утверждает, что он никоим образом нигде не участвовал, который летал на самолете Эпштейна только там за какой-то, я не помню, за какой-то период, 26 раз за какой-то год он летал на самолете Эпштейна, и который говорит, что это все было исключительно в благотворительных целях, с целью там сбора каких-то средств и так далее, и так далее. И первое, что нам бросается в глаза, в первом доме гороскопа соединение Венеры и Марса. Опять же, то есть человек с такой же практически йогой, ну не практически, а с такой же йогой, с таким же соединением планет, как и у Джеффри Эпштейна в первом доме гороскопа. Если мы будем говорить дальше по поводу того, что мог ли он вот быть любителем тех же самых детей, пожалуйста, у нас управитель первого дома гороскопа соединяется с управителем пятого дома гороскопа. То есть точно так же есть указание на то, что он может вполне себе проявлять к этому интерес. Как я и говорила, и Юпитер часто к этому имеет отношение, Меркурий часто имеет к этому отношение, точно так же. Вот он, Сатурн с Меркурием, управитель пятого дома гороскопа, управитель первого дома гороскопа. Сейчас мы еще откроем Навамшу. Что у нас в Навамше? В Навамше у нас, пожалуйста, управитель пятого дома гороскопа в первом, и Раху находится в пятом доме гороскопа. То есть тоже очень такой повышенный интерес к теме пятого дома гороскопа. Любитель ли Билл Клинтон? Ну, в принципе, ну, даже без этого все, наверное, знают, что Билл Клинтон был замешан, в принципе, в сексуальных скандалах, поэтому то, что сейчас говорится о том, что Билл Клинтон к этому не имеет никакого отношения, это, конечно, ерунда. Ну, плюс у него еще Венера в падении, и Билл Клинтон в целом, как и люди, у которых есть Венера в падении, если они в личной жизни сталкиваются с какими-то обвинениями, с какими-то скандалами, то их личная жизнь часто становится вот достоянием общественности. Это не только Билл Клинтон, это много кто с таким положением, кто, ну, чье имя может вот в связи с любовными историями быть на слуху. И Билл Клинтон в этой связи был замешан с Моникой Левински, тоже со скандалом. И сейчас он опять в связи с Джеффри Эпштейном об этом говорится. Ну и вот, пожалуйста, Меркурий, Венера. То есть сейчас, опять же, обсуждается, в подпериод Венеры выходит наружу его личная жизнь, да, и до 17 августа 2028 года могут какие-то еще выходить наружу подробности его участия в делах Джеффри Эпштейна. Но интересно, что Меркурий в соединении с Сатурном, с управителем шестого дома гороскопа, то есть проблемы, шестой дом это у нас враги, долги, болезни, и управитель 10-го дома статуса у нас соединен с управителем 6-го дома судов, поэтому, в принципе,
Билл Клинтон, несмотря на то, что он так вот все это отрицает, вполне себе неоднократно еще будет вспоминаться. Ну, если его смотреть по периодам, может быть, можно было бы еще вычислить, будет он там в судебных каких-то делах участвовать или нет, но просто не хочу на это время на него тратить и смотреть. И вот под период, кстати, весов тоже у него... Ну, то есть Билл Клинтон будет на слуху однозначно, Билл Клинтон будет еще неоднократно упоминаться с этим Джеффри Эпштейном. Но сам факт того, что Билл Клинтон, сразу видно, что любитель таких мероприятий. Да, принца Эндрю мы сегодня посмотрим. Про транссатурновые планеты, ну, у меня нету такого видео, которое бы прям про них... ну, то есть про них отдельного какого-то такого видео нет. Я периодически про них говорю, да, то, что я наблюдаю, то, что я вижу, и какие-то вещи я рассказываю, но пока что у меня не дошли руки до того, чтобы что-то, какое-то видео отдельно про них записать. То, что Клинтон сам изображен на картине в доме там на острове Флате, да, ну, у него, конечно, нестандартненькое, у него, в принципе, это мы в Навамше, если посмотрим, в Навамше у него Венера в Близнецах. Венера в Близнецах это вот тоже, да, нестандартненькая. Опять же, возвращаясь, то есть сейчас я еще писала в Инстаграме, в Телеграме, в Инстаграме я писала, потому что я сейчас смотрю сериал «Секс в большом городе», я его никогда не смотрела, я его сейчас смотрю, и я его еще не досмотрела, но в Инстаграме писала посты про то, что каждый актер очень сильно похож на ту роль, которую он играет. И часто вот самые удачные, если мы вот будем говорить про актеров, которые вот там сыграли какую-то роль, и эта роль принесла им какую-то популярность, чаще всего самые удачные роли — это роли, которые соответствуют гороскопу. То есть то, что очень подходит по гороскопу, то, что очень похоже на того человека. И я там предлагала угадать гороскопы, которые принадлежат актрисам, которые исполнили главные роли в этом сериале. И, значит, еще я там пока что вот не дошла до гороскопа Саманты Джонс, актрисы, вернее, героини, которая вот в самом сериале, она была такая... в любви в этом сериале она была самая продвинутая. То есть она постоянно экспериментировала в отношениях, она была в том числе в отношениях гомосексуального характера. И сама актриса, которая сыграла эту роль, у нее в гороскопе Венера в Близнецах. Вот эта Венера в Близнецах, как у Билла Клинтона в Навамше, Близнецы — это очень любопытный знак под управлением Меркурия. И когда Венера попадает в Близнецы, когда Венера соединяется с Меркурием, когда Меркурий, в том числе в венерианских знаках, при наличии, опять же, дополнительных указаний, это может говорить о том, что человек склонен к экспериментам в отношениях, склонен к тому, чтобы пробовать, и у него есть любопытство в этом вопросе. Поэтому Билл Клинтон, в принципе, можно сказать, что у него в этом вопросе очень даже есть потенциал того, что он может быть любопытен, того, что он может что-то исследовать и пробовать что-то новое. В любом случае, это есть по Венере в Близнецах как минимум. Ой, что-то не то нажала. Так, дальше. Да, я такими прям обширными познаниями не обладаю, конечно, то, что это платье Левински. Но в целом вполне возможно. Может, он до сих пор страдает по Монике. Давайте посмотрим еще одного замешанного в этом деле товарища.
который говорит, что он здесь ни при чем. Билл Гейтс. Так, я сейчас еще гляну, но вроде бы я его правильно гороскоп построила. Это Билл Гейтс. И значит, что у нас опять сразу бросается в глаза? Если мы посмотрим, 5-й дом гороскопа, у Билла Гейтса в 5-м доме гороскопа стоит Раху. То есть тоже. Кстати, там в этих списках Эпштейна еще был как человек, с которым тоже он имел плотные контакты, был Вуди Аллен. Там Вуди Аллена даже не надо к гадалке ходить. У Вуди Аллена Раху в Стрельце, в 5-м доме гороскопа. И Вуди Аллен женился по итогу на своей приемной дочери, да, то есть он женился на девочке, которую они взяли с женой, удочерили, и Билл Гейтс потом, не Билл Гейтс, а Вуди Аллен потом на ней женился. Но вот он, Билл Гейтс, тоже Раху в 5-м доме гороскопа. Уже говорит о том, что у человека может быть очень большой интерес в эту сферу. Здесь мы тоже видим Марс, как управителя 5-го дома гороскопа, и здесь Марс соединен с Меркурием. А в принципе, тоже Меркурий может говорить об интересе к этой сфере жизни. И сейчас мы глянем на Вамшу. Что мы видим в Навамше? Мы видим в Навамше соединение Марса и Венеры в знаке Близнецы. То есть такая же история, как у Билла Клинтона, про эксперименты, про экспериментировать и попробовать что-то новенькое, и про страсть в отношениях, и про то, что человеку эта тема очень интересна. Поэтому Билл Гейтс, хоть он там и говорит, что он тоже никаким образом ни к чему к этому не причастен, у него тоже есть вполне себе показатели в гороскопе, которые говорят обратное, о том, что Билл Гейтс мог как минимум в таких вещах участвовать. То есть вот это само по себе сочетание Марс-Венера, оно есть. Точно так же, как и у Билла Клинтона, точно так же, как и у Джеффри Эпштейна. И у меня здесь есть, я не буду Билла Гейтса тут подробно останавливаться, у меня здесь есть гороскоп одного, по-моему, одного педофила здесь сделала, просто дополнительный гороскоп одного педофила. Это американский неонацист, и он был замешан в педофилии, и он, в принципе, был таких радикальных взглядов человек, но плюс еще к этому тоже педофил. И вот, пожалуйста, у него пораженный 9-й дом гороскопа, то есть это явно такой вот преступник, который таких закоренелых взглядов отвратительных. И у него поражен здесь 4-й дом гороскопа одновременно и 9-й дом гороскопа, потому что Сатурн управляет 4-м домом, соединен с Раху. Он стоит в 9-м доме гороскопа. И здесь вот тоже есть вот этот вот управитель 7-го дома гороскопа в 1-м. И, в общем-то, Марс еще в весах тоже присутствует. Ну и если говорить про то, что Раху, да, то есть я просто как пример могу показать, что не всегда управитель 1-го дома в 5-м, управитель 5-го дома в 1-м. Здесь у нас, или там Раху в 5-м доме гороскопа, здесь у нас точно так же Раху соединен с Сатурном, с управителем 5-го дома гороскопа. То есть тоже очень сильное влечение, желание вот этого вот 5-го дома гороскопа. Оно может в разных проявляться, как это называется, по-разному может оно проявляться, но ключевое то, что все-таки у таких людей 5-й дом гороскопа, он как-то очень ярко выделен, он очень ярко проявлен тоже в том числе. Условно еще здесь вот два признака таких. Это Солнце в 1-м доме гороскопа. Солнце это тоже у нас дети и власть, и Юпитер во Льве. То есть тоже, опять же, ценности, это
один из показателей ценности, это может быть тоже что-то связанное с детьми, потому что Лев это прототип, условно, 5-го дома гороскопа. Давайте посмотрим гороскоп помощницы Эпштейна, которая после Эпштейна вторая вот по количеству обвинений, которые на нее легли, и она сейчас отбывает наказание. Но по сути Эпштейн, он же, его особо там толком не успели расспросить, допросить обо всех делах. Сейчас вот вывалили эту кучу документов, которые раскрывает какие-то новые подробности, весь мир узнает о том, что там происходило, и все взывают к тем, кто может что-то рассказать, расскажите хоть что-то, что там происходило. Это говорят принцу Эндрю, чтобы он пошел, дал показания. Потом это говорят Биллу Клинтону, что он должен точно так же, как и Хиллари Клинтон, что они с этим связаны, что они должны давать показания. И Гислин Максвелл, она тоже как бы это сообщница Эпштейна, она сидит в тюрьме, и она могла бы тоже пролить свет на то, что там происходило, на то, кто там замешан в этом всем, но она молчит, она говорит, что она будет говорить в обмен на помилование, на то, что ее помилуют. И сейчас мы будем смотреть ее гороскоп. Сейчас я посмотрю, есть ли вопросы, и будем смотреть ее гороскоп. Луна у Гейтса в доме нравственности, в Утарабхадрападе, под аспектом Раху и Марса. Да, и Луна в рыбах. Я тоже заметила, что Луна как у Эпштейна, у Гейтса. Ну, поэтому они сошлись. Люди же, у кого одинаковые луны, они очень хорошо находят общий язык. Я думаю, что поэтому они очень хорошо сошлись, нашли общий язык и вместе подружились. По поводу указания на то, что он якобы умер в период... Я вернусь к этому вопросу, если я к нему не вернусь, напомните мне, пожалуйста, давайте посмотрим эту Гислин Максвелл, потому что я хотела об этом поговорить. Я тоже сегодня смотрела карту на предмет того, что он умер или не умер. По крайней мере, той смерти, про которую говорили, как-то она не особо видна, но мы посмотрим. Сейчас я покажу Гислин Максвелл. И у нее вообще такая прям вот, кто в накшатрах разбирается, прям тяжелая карта, очень тяжелая по накшатрам карта у этой женщины, потому что Мула, Ашлеша, Ашлеша, это вот... Тут у нас еще Раху Вашлеши, Кету в Тхаништхе. Так прям вот прям жестко. Но жестко это не просто так, наверное, естественно, потому что она выполняла какую-то свою определенную роль. И здесь очень сильно бросается в глаза для женщины, которая являлась таким посредником, которая привлекала. То есть она, по сути, как это называется, груминг, да, это называется, сейчас у этого есть определение, когда взрослый человек втирается в доверие к малолетнему и с этим малолетним устанавливает доверительные отношения, с несовершеннолетним человеком устанавливает доверительные отношения с целью потом добиться каких-то своих целей, вовлечь куда-то. То есть это такое уже достаточно распространенное явление, когда взрослый человек, то есть это не то, чтобы там взять ребенка похитить, да, взрослый человек, он налаживает связи с ребенком и представляется таким вот безопасным взрослым, с которым можно дружить. Но что интересно, для меня здесь у Гислин Максвелл самое интересное, в первую очередь, это накшатра, под которой она родилась, Рохини. И Рохини
для женщин, которые рождаются под этой накшатрой, очень часто, ну вот очень часто эти женщины а, сталкиваются с тем, что, то есть, во-первых, они хорошо дружат с мужчинами. Почему Гислин Максвелл так дружила с Эпштейном? Во-первых, эти женщины чаще всего не дружат с другими женщинами. То есть не то, что не дружат, но им гораздо сложнее дружить с другими женщинами, чем с мужчинами. Особенно с теми женщинами, с которыми есть что делить. И даже в детском возрасте девочки могут сталкиваться с тем, что их там булят девочки, то есть девочки встречаются с какими-то вражескими отношениями со стороны других девочек. И во взрослом возрасте это тоже может сказываться таким образом, что у женщины Рохини, там, у которой, например, управитель гороскопа в Рохини, которая родилась под этой накшатрой Рохини, что у нее могут быть какие-то проблемы в дружбе, во взаимоотношениях с женщинами. И поэтому, когда я увидела, что Гислин Максвелл, она родилась под Рохини, под восходящей, я так предполагаю, что, возможно, у нее была какая-то история, например, там в детстве, в подростковом возрасте, связанная с девочками, женщинами, которая ее как бы травмировала. Вот по гороскопу Гислин Максвелл можно сказать, что она гораздо более такая травмированная, чем Эпштейн. Она гораздо более психологически раненая, и видно, что у нее есть какие-то проблемы психологического характера, и проблемы в том числе, может быть, даже когда-то они там выявятся. У нее явно что-то есть. Опять же, смотрим на 9-й дом гороскопа. Здесь у нас Кету, Сатурн и упадающий управитель 8-го дома гороскопа. У нее умер отец. И что интересно, да, то есть отец умер, отец назвал яхту в ее честь, и потом на этой яхте утонул. Ну, тоже там подозрение есть, что он не сам просто умер, не своей смертью, что были какие-то проблемы, но суть в этом, суть в том, что он утонул, и после того, как отец утонул, она куда-то вот уехала, там, где она познакомилась с Эпштейном. И тоже странно так, что, казалось бы, чего не хватало ей, потому что она, в отличие от Эпштейна, из весьма обеспеченной семьи, даже, по-моему, там какого-то аристократического толка. То есть она не поднималась из каких-то низов. То есть если у отца была яхта, это уже говорит о том, что она жила, в принципе, родилась в семье с достатком. И зачем ей было надо вот это вот вовлекаться в эти дела, тоже, совершенно непонятно, кроме как какого-то мотива. То ли она в этого Эпштейна влюбилась, то ли она действительно вот мстительная такая была, это вот уже как-то сложно. Но 9-й дом гороскопа поражен. Дом, который у нас отвечает за мораль, за морально-нравственные ценности, он у нас поражен. 4-й дом гороскопа точно так же у нас поражен, потому что управитель 4-го дома гороскопа у нас находится в 8-м доме гороскопа. Здесь же у нас находится управитель 12-го дома гороскопа, управитель 6-го дома гороскопа. То есть в 8-м доме гороскопа здесь у нас Випарит Раджа-йоги. И Раху, Кету на оси Рак, Козерог. Это тоже как и у Эпштейна, тоже в принципе душевно все равно затрагивает вот эту вот ось психологическую. И Раху с Луной. Но тоже интересно, что у Эпштейна, допустим, от Макарака планета души — это Меркурий. То есть человек реализовывался в контактах, чтобы контактировать, чтобы налаживать связи. И так интересно, что он реализовался, в том числе стал знаменит благодаря тому, что сейчас все изучают его переписки. То есть это настолько иногда бывает иносказательно, что весь мир изучает переписки человека с Атмакаракой, с планетой души Луной. То есть планета, которая должна была быть реализована. И Меркурий — это как раз переписки, контакты, коммуникации. Все изучают письма Эпштейна. А Гислин Максвелл, у нее от Макарака планета души — это Луна.
Луна — это планета заботы, материнской энергии. Она, по сути, ее реализовала вот таким вот кривым способом, да, что она якобы заботилась, стиралась доверие к этим детям, и потом, то есть это как кукушка, она притворялась такой чужой матерью, по Раху с Луной, она притворялась такой чужой матерью, и по итогу этих детей передавала Эпштейну, и таким образом она свою вот Луну каким-то странным образом, мне кажется, реализовывала. Но, опять же, стоит обратить внимание, что точно так же у нее сочетание Венеры и Марса, вот этой вот йоги страсти, есть соединение управителя первого дома гороскопа с управителем пятого дома гороскопа, Меркурия и Венеры. И точно так же Меркурий имеет отношение к пятому дому гороскопа, то есть интерес, любопытство. Называйте как хотите. Интерес, любопытство к теме вот детей тут тоже есть. Тут у нас, конечно, такое скопление планет в восьмом доме гороскопа. Это, в принципе, тоже управитель первого дома в восьмом. Это тоже очень скрытная такая, да, история. И теневой такой человек, который в тени, который делает какие-то дела не на виду, а вот... то есть у Эпштейна оно меньше так было, меньше такого влияния восьмого дома гороскопа, как здесь именно, что человек может действовать из-под тишка. Но опять же, то есть если говорить прям такими в лоб трактовками, Меркурий в восьмом доме гороскопа, человек говорит, пишет по поводу тем восьмого дома гороскопа, интересуется темами восьмого дома гороскопа. Все вот у человека шито-крыто, все из-под тишка, можно сказать. И, в общем-то, что еще интересно про Гислин Максвелл? Она сейчас в тюрьме. И у нее, в общем-то, есть такая вероятность того, что она может дать показания, ну не то, что вероятность, да, все хотят, чтобы она дала показания, чтобы она рассказала, что происходило на самом деле на этом острове. И что интересно, что вот она проживала, я смотрела ее гороскоп, она проживала, допустим, периоды по своему гороскопу, она проживала там в детстве период Меркурия, потом это был период Кету, а потом это был период Венеры. И вот в период Венеры у нее отец, по-моему, в 91 году утонул, и она переехала, куда-то там она переехала и познакомилась с Эпштейном. И, значит, период Венеры, период Солнца, она действовала, то есть работала там с Эпштейном, и все это было шито-крыто. Потом был период Луны. В период Луны немного как бы эта вся история вышла наружу, но ее, по-моему, в это время не арестовали. Да, она была арестована вообще в июле 2020 года. Но в период Марса она как бы тоже хранила молчание, она ничего не говорила, она скрывала те тайны, которые там есть. И сейчас получается, что с 2023 по 2041 год начался у нее период Раху в третьем доме гороскопа. И у нее, а третий дом — это дом контактов, коммуникаций. И ее, ну, как бы все просят, говори, что-то скажи, расскажи нам. И она как бы говорит, что я готова рассказать в обмен на помилование. Вообще, опять же, чтобы вы не думали, что я там 100% железобетонно делаю этот прогноз, потому что для того, чтобы такой прогноз сделать, это надо много исследований провести. Я не делала таких, на самом деле, много исследований на тему помилований. Потому что, на мой взгляд, помилование, ну, из того, что я видела, помилование, оно должно каким-то образом включать Луну в том числе. И вот это вот соединение Раху и Луны для меня выглядит как желание помилования. То, что она так просит это помилование и хочет, чтобы ее помиловали. Но само по себе вот это вот то, что идет большой период Раху в третьем доме, который отвечает за контакты, коммуникации, оно само по себе может говорить о том, что она может заговорить. Но поскольку, вот если мы посмотрим, допустим, даже
Навамшу, например, там, ой, не то я делаю, если мы посмотрим даже Навамшу ее, если мы посмотрим, допустим, Навамшу, здесь Раху вместе с Сатурном в 9 доме гороскопа, и как бы, ну, это такая тоже жесткая энергия, то есть жесткий период, он не говорит о том, что человек освобождается от каких-то неприятностей, что он там живет себе, ни в чем себе не отказывает, живет себе счастливо, свободно. Если мы посмотрим даже гороскоп, который у нас встречает за передвижение за место жительства, тоже Раху в 6 доме гороскопа. Мне тоже кажется, что, но здесь нет указания на то, что, конечно, она выходит из тюрьмы и то, что она там освобождается. Однако, вот как будто бы все-таки заговорить, может и заговорит она, потому что этот Раху, я бы предположила, ну знаете, как вот человек, у которого Раху в 3 доме гороскопа, он иногда вот просто, ну не может молчать. И может быть этот период, он принесет такой результат. Но тоже, опять же, так интересно вот эта история, что у нее Раху в 3 доме гороскопа, и по сути это коммуникации, а человек боится говорить. Ну тоже вот с точки зрения астрологии иногда вот все это очень удивительно. Ну ладно, еще хотела я посмотреть по-другому еще я хотела посмотреть. Тоже, кстати, Раху в Накшатре Меркурия, то есть Меркурий у нас связан тоже с речью, с коммуникациями, Меркурий в 8 доме гороскопа. С одной стороны, Раху в 3 доме, он может давать желание говорить, с другой стороны, Меркурий в 8 доме, как управитель 2 дома речи, но все-таки что-то мне кажется, что вот она может и заговорит. И периоды, которые у нее сейчас идут по Чарадаше, тоже период 2 дома гороскопа, период 2 дома, который отвечает за речь. И иносказательно, опять же, то есть сейчас я делаю такой очень рискованный прогноз, да, но если вот взять Чарадашу, иносказательно я бы сказала, что она действительно заговорит, что вот Гислин Максвелл действительно заговорит, но при этом я не вижу признаков того, что сама власть к ней настроена лояльно, что может быть ее, кстати говоря, допустим, там ей что-то пообещают, ну, то есть в обмен на что-то она, может быть, заговорит, что ей что-то пообещают, но по факту она ничего не получит, может быть, но это, опять же, это такой очень... Но здесь есть признаки того, что она может вот разговориться. Так, вопросы. Да, у нее комбо всех параметров. Там 8 дом гороскопа прям вообще вот как это вот очень огромная концентрация 8 дома гороскопа. Про Мритью Бхага, ну не знаю, надо посмотреть. Родилась за 2 дня до того, как разбился брат. Ну да. Ну, как бы тут такое дело, что ее помиловать, это получается, опять же, себя прикрывать. Ну, вряд ли, конечно, в целом ей дадут много сказать, хотя мне кажется, что она вот готова, по ее гороскопу, она вот готова, ну, это как будто бы, знаете, как будто бы распирает, вот хочется что-то сказать, хочется что-то высказать. Ну, ладно. Кто у меня тут был еще? Кто у меня тут был еще? Принц Эндрю. Принц Эндрю, которого сегодня арестовали. Но давайте не будем забывать, что его арестовали вообще не по делу, связанному с
Эпштейном, его арестовали, как я понимаю, принца Эндрю арестовали по обвинениям в злоупотреблениями служебными полномочиями, что-то такое. То есть это не по делу, связанному с Эпштейном, а что-то другое. И давайте опять же смотреть на предпочтения вкусовые принца Эндрю. Управитель первого дома гороскопа, Луна у нас в пятом доме гороскопа. Это человек, который любит развлекаться, который любит опять же вот эту вот тему пятого дома: дети, творчество, развлечения, романы, влюбленности, удовольствие. Это все у человека. Это тревожный отец, тревожник такой, который, конечно, привязан морально к детям. И обычно мужчины с Луной в пятом доме гороскопа, они обычно хорошие отцы, но мужчины с Луной в пятом доме гороскопа в падении, если они разлучаются с детьми, они могут совершить и какие-то противоправные действия, потому что это такая очень сильная привязанность. Обычно Луна в пятом доме гороскопа, очень сильная привязка обычно в эту тему, в тему детей. Но вот в таком негативном варианте это может быть и в тему чужих детей тоже. Еще одно, точно такая же история. Венера с Марсом. Причем Марс пятого дома гороскопа, управитель, и Венера управитель, и Венера просто соединена с управителем пятого дома гороскопа. Опять же, вот это вот йога страсти в гороскопе присутствует, если мы говорим о том, способен, не способен. Пурва-бхадрапада. Тут, конечно, не первая пада Пурва-бхадрапады, но Меркурий у нас в Пурва-бхадрападе, Кету в Пурва-бхадрападе в четвертой паде, и все. Пурва-бхадрапада, вот Меркурий. Опять же, то есть все равно есть любовь и страсть к удовольствиям, к развлечениям. И сегодня писали в Телеграме, да, что как такой любимчик родителей, тот, кого вот так вот холили родители, он стал таким. Обратите внимание на Навамшу. У принца Эндрю Навамша, третий дом гороскопа, Марс и Венера. Точно такое же сочетание. Марс и Венера. Тоже в Навамше у него восходит Стрелец. И в третьем доме гороскопа Марс и Венера в Водолее находятся. Очень похоже, как у Эпштейна и Сатурн, кстати, в 11 доме гороскопа. То есть, ну вот практически слепок карты Эпштейна. Ну, не совсем, конечно, но все равно очень похоже. Только это Навамша у принца Эндрю. И принц Эндрю у нас тоже такой... Ну, с одной стороны, утро Ашатха, то, что у него тут есть утро Ашатха и Пурва Ашатха в гороскопе, это неудивительно, потому что вот он-то как раз и происходит из знатной семьи, и это Пурва Ашатха, утро Ашатха, они его подчеркивают, его принадлежность к какому-то высокому обществу. Но он сейчас потерял все свои вообще регалии, все свои награды и все остальное. Значит, Солнце у него сейчас идет период, и его арестовали. Солнце, Раху. Солнце у нас управляет вторым домом, но оно, как управитель второго дома гороскопа, может давать потери финансовые. Само по себе Солнце в 8 доме гороскопа может указывать на снижение статуса человека, то, что человек теряет какие-то тоже регалии. И Солнце у нас в Накшатре Раху. А Раху раздувает тему Девы, тему врагов, долгов, болезней. И Раху у нас аспектирует Гнати Караку Марс. Здесь очень сильная Гнати Карака в гороскопе у Эндрю. Гнати Карака — это йога Карака, то есть прям мощная такая Гнати Карака, мощные враги, мощные долги, болезни, грубо говоря, если так говорить. И тут, конечно, интересно, что Солнце у него началось в 2024 году. Солнце могло бы дать, вот сам период Солнца мог бы дать период разрушения родительской семьи, но родители, по сути, у него
ушли раньше. Это королева Елизавета и король, как его звали, Филипп, отец его, да. Но Солнце здесь тоже как бы его условное изгнание из семьи показывает. Хоть у него родители умерли, но у него Солнце показывает условно изгнание из семьи таким образом. Ну, интересно, что по факту вот Вимшот Ридаша нам особо тут не показывает, что его прям тут посадили, арестовали. Ну, как-то не особо тут видно, чтобы его посадили на самом деле. Солнце, Раху. Давайте посмотрим другой период, потому что по Вимшотри, да, ну, видно, что его изгоняют, конечно, из семьи, видно, что он сталкивается с трудностями. Раху в третьем доме гороскопа, третий дом, опять же, тоже, кстати говоря, вот видите, кстати, если говорить про Гислин Максвелл, если говорить про Эндрю, и у одного, и у второго Раху в третьем доме, период Раху в третьем доме, под период. Но Солнце здесь, по сути, в Накшатре под управлением Раху, то есть можно сказать, что вся эта Махадаша будет требовать точно так же, как интересно, точно так же будут требовать от него рассказать, как и у Гислин Максвелл, да, и Раху в третьем доме. Это, по сути, этот период только начался. И он начался только в 26 году, и он будет еще долго идти, до 2030 года. То есть, получается, по сути, и у Эндрю, и у Максвелл могут вытянуть все-таки какую-то информацию, которой они обладают, потому что тоже, по сути, это как проявление Раху в третьем доме, что ты должен что-то сказать, и тебе сказать это страшно, потому что Раху — это наши страхи, и тебе что-то сказать очень страшно. Но, в общем-то, будут из них тянуть, и, наверное, даже его арестовали не потому, что он там что-то злоупотреблял. Хотя, если посмотреть по Раху в третьем доме гороскопа, то, конечно, могут про какие-то там документы запросить про какие-то, может быть, там, ну, например, там подделки каких-то документов. Раху у нас, ну, в Утарабхалгуне, не в Хасе, можно было бы сказать, что там мошенничество какое-то с документами. Но сам факт, что третий дом — это дом документов, коммуникации, коротких поездок, и поэтому может быть за какие-то документы в том числе. И можно еще провести параллель с периодом Почрадаши, потому что, в принципе, период Солнца, который в 8 доме, как показывают все системы одновременно, вот это вот падение принца Эндрю. С одной стороны, Солнце в 8 доме гороскопа, которое указывает на изгнание из родительской семьи. С другой стороны, период Почрадаши Льва, который тоже очень часто указывает на, может давать большие амбиции, может давать такую неосторожность в поступках, и период Льва по Чардаше он может давать как взлет, так и падение. Точно так же, как и у Гислин Максвелл, очень одинаковые вот здесь вот просто Чардаша точно такая же, если вы потом перемотаете, посмотрите, точно так же это период второго дома гороскопа, опять же дома речи. В первом доме гороскопа у нас здесь тоже тень второго дома гороскопа, и опять же точно так же у Эндрю, как и у Гислин Максвелл, Раху встает во второй дом гороскопа. И это наталкивает на мысль на то, что он точно так же, как и она, может разговориться, и ему точно так же придется говорить, потому что Раху во втором доме. Раху во втором доме в периоде Почердаш, он может указывать на то, что человек, например, принимает таблетки, на то, что человек много общается с иностранцами, либо много тренирует речь, допустим, но в том числе это может быть и о том, что человеку приходится что-то такое вот говорить, что ему, допустим, страшно. Здесь у нас в 6 доме гороскопа
в этом периоде очень сильная Гнати Карака, Марс, который указывает на столкновение с какими-то судебными вопросами, на то, что его могут судить. Вот у нас управитель 9-го дома власти в 6-м доме судов, поэтому вполне себе какие-то суды над ним могут проходить в период Льва над принцем Эндрю, то есть, ну, даже то, что он королевских кровей, его особо это как бы не спасет. И, между прочим, даже вот если, ну, опять же, я так сильно не анализировала все эти гороскопы, но вполне себе его могут, не сейчас, конечно, но вполне себе, то есть сейчас его арестовали, но его вполне себе могут и посадить. Вот интересно даже, что у него по годовому гороскопу, только вот он начался. Кстати, сегодня, как интересно, что у него сегодня получается день рождения. Его в день рождения арестовали. У него начался годовой гороскоп только новый. И вот этот вот годовой гороскоп у него все в 8-м доме гороскопа. Управитель 1-го дома гороскопа стоит с Сатурном, Гнати Карака, с показателем врагов, долгов, болезней. Сама по себе эта Гнати Карака, Марс, мощнейшая, просто соединена с Плутоном, с Мундхой, которая вот у нас указывает на фокусы года. Здесь я, конечно, не могу сейчас посчитать эти хозяина года, но, во-первых, у нас год начинается с того же знака, с рака, то есть это очень важный для человека год, такой судьбоносный, как правило, значимый. И управитель 4-го дома в 8-м доме у Папада Лагна очень есть, да, вот сразу, то есть сразу бросается в глаза у Папада Лагна в 4-м доме гороскопа, что человек оказывается, ну, то есть теряет место жительства, грубо говоря. И здесь у нас все просто в 8-м доме гороскопа. Матри Карака, Меркурий у нас и Матри Карака. Очень, конечно, для этого принца Эндрю неприятный год будет. Действительно. Его реально могут посадить. И придется ему, видимо, ну, то есть я подозреваю, что все-таки кто-то, скорее всего, давит. Не знаю, пишите ваши версии, да, потому что я подозреваю, что все-таки кто-то давит. Его не просто так арестовали, что в связи с там, нарушением каких-то там полномочий, а скорее всего на него давят, чтобы он заговорил по этому делу, вероятнее всего, чтобы на кого-то еще надавить, потому что там, наверное, такие задействованы силы, что ого-го. Кто у меня тут? У меня тут, в принципе, больше, наверное, никого нету. Уже и так 1,5 часа. Но, может быть, по этому Эндрю какие-то вопросы, и потом вернемся к Эпштейну. Да, по Чердаше тоже период Льва. Падение с высоты такое же, как и по Солнцу в 8-м доме гороскопа. Точно так же падение какое-то. По поводу того, что что-то еще вскроется, у нас будет в 2026 году Юпитер во Льве. Юпитер во Льве — это такая всегда символичная история. Вот люди, у которых есть Юпитер во Льве в гороскопе, Юпитер во Льве, да, кстати, как козла отпущения, это точно, потому что, ну, его прям вообще больше всех этого. С хозяин года Сатурн. Сатурн это закон. Давайте-ка вернемся. Хозяин года Сатурн в 9-м доме закона. Гнати Карака хозяин года. И Гнати Карака соединена с Мундхой. Ну так, да. Как бы. Так вот, Юпитер в 9-м доме, Юпитер во Льве и Юпитер в 10-м доме гороскопа, когда бывает. Но вот здесь у нас будет в 2026 году Юпитер во Льве.
в транзитах там когда-то во второй половине 2026 года. У нас все эти истории с Эпштейном, с вот этими всеми женоненавистниками, они у нас как раз проявились на транзитах Раху в Водолее, Кету во Льве. И у меня даже была такая мистическая история. Если вот вы подписаны на Телеграм, на Инстаграм, вы, наверное, видели, что у меня было прям вот какой-то, я обычно такими не обладаю паранормальными способностями, но у меня просто в Водолее находится Луна, и получается, что Раху сейчас транзитом идет по моей Луне, и мне прям вот как будто бы об этом, да, ну, много раз просто намекнули, да, то есть мне присылали какие-то посты, которые вот говорили об одном и том же, что будут вскрываться такие вот женоненавистники и все, кто причиняет женщинам зло. И после этого там очень много про Эпштейна, потом там посадили каких-то женоненавистников, на Алекса Лесли завели уголовное дело, потом Жизель Пелико, да, это вот француженка, которая тоже там очень громкое дело по поводу ее мужа и этих мужчин, которые ее насиловали. И много-много-много таких вот именно, если вот вы повспоминаете за вот это вот время, когда Раху был в Водолее, Кету во Льве. Лев это еще и власть, лев это дети, и лев это вот такие знаменитые тоже в том числе люди. Раху у нас, ну, говорят, что Раху там, Сатурн, да, идут. Сатурн шел по Водолею, там тоже карму раздавал. Раху тоже вот это вот все раздувает. И видите, у нас очень много тех, кто связан с такими преступлениями, у них очень много Пурва-Бхадрапада тоже у кого есть в гороскопе, как и у Пи-Диди, там тоже Пурва-Бхадрапада есть, если я правильно помню. И вот эта вот карма, она вскрывается, да, когда проходят по знаком, соответствующим эти планеты, Раху, Сатурн, но обычно вскрывается, наружу выходит, как и Юпитер тоже. И Юпитер у нас пойдет по Льву, то есть еще больше. Юпитер просто, он расширяет тему, по которой он идет, грубо говоря. Вот сейчас Юпитер у нас в Близнецах, сейчас очень много про переговоры, 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 и это все было там прям много-много новостей, переговоры. Когда Юпитер зашел на какое-то время в Рак, был момент, вот он зашел в Рак в 2025 году, и в Египте открыли там какой-то огромный музей, то есть это вот про территории, про земли и так далее, про какие-то, про строительство. А Юпитер зайдет в Лев, это может опять, то есть про детей, про каких-то знаменитостей, про каких-то политиков точно так же может больше этого быть. Поэтому, когда Юпитер войдет в Лев, это может, конечно, тоже еще больше вскрыться и Кету. Кету, опять же, как безумный шляпник, он что-то достает, какие-то истории выходят наружу. То, что скрыто, бывает очень часто, когда Кету наружу выдает какие-то вот такие вещи. Вот. Давайте вернемся к Эпштейну, когда он у нас якобы погиб. Не погиб, да, то есть то ли он совершил самоубийство, то ли его убили, а вообще ходят слухи о том, что он скрывается. Во-первых, давайте вернемся к тому, что у него соединение Солнца и Раху в гороскопе. И видите, очень мало, по сути, он провел за решеткой между вот промежуток, когда его арестовали, и промежуток, когда он то ли повесился, то ли его убрали, то ли он исчез. И тоже, опять же, это было в эфире, наверное, про Пи-Диди я рассказывала когда-то о том, что когда у человека Раху во Льве и когда у человека Раху соединено с Солнцем, во-первых, он получает наказание максимальное, возможное, которое он
ну, заслужил он, не заслужил, но если уж его там привлекают, то на него навесят, и он получит из-за себя, из-за того парня. То есть если уже его удастся арестовать. В отличие от Раху, вернее, в отличие от Кету во Льве и Кету, соединенного с Солнцем. Посмотрите на Пи-Диди, у которого противоположная история. У него, по-моему, Кету во Льве. И когда я про Пи-Диди говорила, я говорила, что вот он может, у него как раз-таки больше шансов, что не докажут всего, что на него навешивали. И так и получилось, что Пи-Диди так было громко заявлено, что он там тоже торговля людьми, трафик там и все, а в итоге обвинения остались самые минимальные и дали ему там минимальный срок, и с учетом того, сколько он провел времени до вот этого вот, до того, как его обвинили, у него срок еще этот скосится, и он очень быстро выйдет на свободу. Что не скажешь про Раху во Льве и Раху, соединенный с Солнцем, потому что обычно это вот по максимуму, но если человек попадает, то есть если человек совершил преступление, либо если он попадает вот в такие вот обстоятельства, что вот его прижали, он преступник, его прижали. То есть, во-первых, конечно, он чувствует себя изначально, что вот меня не поймают, меня не накажут, потому что я не такой, как все, я избранный, я самый лучший. Но если уж поймали, то он будет делать все для того, чтобы его не посадили, либо все для того, чтобы его не наказали, потому что, ну, мне так кажется, что это тоже какая-то психологическая штука такая, что я не могу там быть, я не могу там находиться, это выше моего достоинства. Вот мне кажется, что у них что-то есть, что типа это выше моего достоинства, сидеть в тюрьме, это выше моего достоинства. То есть, ну, я не такой, они как бы, понятное дело, что никто так не думает, но вот именно у этих людей, судя по их поведению, да, по биографиям, которые я читала, что у них есть какая-то вот такая в голове ремарка, что они избраны, и это унизительно для них. Не то чтобы там не хочется там еще что-то, а это именно унижает их достоинство. И поэтому они делают все возможное, чтобы не оказаться в тюрьме, либо как можно быстрее оттуда выйти. Часто даже пытаются не сдаться. То есть я даже помню такую историю, когда человек просто, вот он убегал, и когда он понял, что его, даже несколько таких историй было, что когда его догоняют, что он просто сам себя уничтожает для того, чтобы не попасться, то есть не сдаться живым, потому что это выше его достоинства быть вот этим вот осужденным, как бы проходить через этот процесс и так далее. И вот у Эпштейна такое сочетание Раху и Солнца, скорее всего, что вполне вероятно, что, то есть, во-первых, он пытался покончить жизнь самоубийством, по крайней мере, об этом говорили, да, что он пытался, и для него был установлен дополнительный надзор. Но по периодам, которые у него шли на тот момент, это у нас был Марс, Сатурн, получается. То есть 6 июля 2019 года он был арестован повторно, а 10 августа, меньше чем, то есть через месяц, 10 августа 2019 года, он якобы умер. То есть до этого он был на свободе. И вот он только попался в руки правосудия, как он тут же избежал вот этого вот сидения 20-30 лет в тюрьме. И получается, что это был период Марс-Сатурн. Чаще всего, конечно, когда происходит насильственное преступление, то есть насильственно, что человека там убивают, это может быть как-то связано с 8-м домом гороскопа, с 7-м домом гороскопа. Что мне тоже интересно, то есть опять же, я не могу утверждать на 100%, что он действительно жив, но это был период 12-го дома гороскопа. Ну понятно, что 12-й дом у нас связан с заключением в тюрьму в том числе. И я даже потом открою на вам, что на период 12-го дома гороскопа он у нас никак не связан. Марс у нас получается в Накшатре Юпитера, управителя 1-го дома гороскопа, но смерть
чаще всего приходит через второй, через 7-й дом гороскопа в том числе. Единственный намек то, что здесь у нас Сатурн, как управитель 2-го дома гороскопа, аспектирует этот Юпитер. И Сатурн управитель 2-го дома гороскопа. То есть, в принципе, на первый взгляд, это как бы не очень-то на самом деле такое убедительное, не очень убедительная история о том, что действительно его там, что он сам убился, либо что его убили. С другой стороны, тоже, опять же, если говорить о том, что это была шея, это был перелом шеи, это 2-й дом гороскопа у нас, это Марс, это Кету, чаще всего, когда удушение. Тут Кету тоже у нас никакой роли не играет. Марс у нас соединен с Венерой, в принципе, в накшатре Сатурна, который у нас отвечает за 2-й дом гороскопа. Но как-то это тоже на удушение на самом деле не похоже. Если мы посмотрим, допустим, если мы посмотрим ну, допустим, даже вот карту, которая у нас отвечает за вот эти все перемещения, то Сатурн, вернее, под период Сатурна, это под период планеты управителя 8-го дома гороскопа, который может вполне себе вот указывать на то, что человек куда-то скрылся. Ну, конспирологическая теория, да, и еще я бы посмотрела, например, еще периоды по Чердаше. Это был у нас Козерог, не Козерог, это был период Рыб. Опять же, период 4-го дома гороскопа, когда он, ну, в принципе, попал в тюрьму, да, когда он, в принципе, попал в тюрьму. И в этом подпериоде у нас ничего такого, чтобы говорило действительно, что о таких вещах. То есть больше под период, это вот были рыбы, больше это период говорит о том, что человек переехал, и каким-то образом он там где-то скрывается. Хотя вот есть здесь випарит Раджа-йога из Венеры с Марсом, которая в целом, вот в Чарадаше, кстати, может указывать на перелом шеи, если вот взять Чарадашу, потому что управитель 8-го дома гороскопа у нас соединен с управителем 2-го дома, который у нас отвечает за шею, и это Венера плюс Марс. Поэтому, в принципе, по Чарадаше можно предположить, что такое могло быть. Но гороскоп указывает как бы на переезд человека. Хотя, с другой стороны, он-то и так в любом случае переехал, потому что его посадили в тюрьму. Но других каких-то таких вещей, указывающих на то, что он погиб, конечно, нету. Здесь на самом деле период вполне себе выглядит весьма благополучно, если не считать вот этого вот соединения Венеры и Марса в 12-м доме гороскопа и управителя 12-го дома в 8-м Сатурна в 8-м доме гороскопа. Ну, не знаю, чем черт не шутит, как говорят, но я как бы в эти конспирологические теории не сильно верю. Ну вот давайте еще посмотрим 2019 год, когда его вот арестовали, посмотрим еще гороскоп на годовой гороскоп. И это было у нас в период 2019 год, 10 августа 2019, Сатурна. В период Сатурна, который говорил, по которому говорили, что он якобы там упал, да. Ну вот, если взять
его гороскоп годовой, если взять его гороскоп годовой, то вполне вероятно, что тоже годовой гороскоп тоже вполне себе указывает на то, что это может быть насильственно. И Сатурн у нас вот вместе с Плутоном стоит во втором доме, который нас отвечает за шею, и в первом доме гороскопа, в принципе, стоит Венера. Поэтому не знаю я по поводу того, все-таки жив он или не жив, но я предполагаю, что если так посмотреть, вполне себе возможно, что и это все правда. Но только единственное, что это правда с точки зрения того, что он не жив, но вряд ли правда с точки зрения того, что он это сделал сам. Ну вот как-то так. Какие у вас... Сейчас почитаю, что вы мне еще пишете. У меня, в принципе, все. Питер, блин, так. Марс, Венера почти в 1 градусе. Ну тогда, так там же очень тесная 8-12 рыбы, выйти из воды. Не, вряд ли. Все-таки, если взять по совокупности признаков, у него получается по чердаше в рыбы, у него есть здесь випарит Раджа-йога, у него управитель второго дома гороскопа в 12-м, если мы говорим о том, что он получил перелом шеи, да, там не просто он там, а именно шея сломана. И что еще? И то, что у него вот это вот управитель второго с управителем 8-го дома гороскопа стоит. Все-таки очень большая вероятность, что все-таки вот то, что он на самом деле жив, мне кажется, что очень большая вероятность, что это неправда. Хотя по Вимшотри Даша это так не скажешь, но если вот посмотреть на Чарадашу, если посмотреть на годовой гороскоп, то все-таки это очень похоже. Можно было бы еще глянуть там условно, какие были, ну, сильно глубоко не углубляться, но какие были транзиты в 2019 году по этому гороскопу. И в 2019 году у него тут как раз-таки Сатурн шел по первому дому гороскопа. Юпитер шел по Скорпиончику, по 12 дому гороскопа. И Раху, Кету, и Плутон. Ну, в общем, мне кажется, что с учетом всех факторов, то, что это период управителя 12 дома, и с учетом... Подождите. Если мы посмотрим в Навамшу, почему-то я не показала вам Навамшу. Все, мы даже, ну, тут, если мы посмотрим Навамшу и посмотрим период Марс-Сатурн, то тут все понятно. Это чистой воды он все сам сделал. Все, тут даже ничего не надо. Ну, сам с чьей-то помощью, сам каким-то образом он тоже тут участвовал. Однозначно, если мы глянем в Навамшу, то здесь все понятно. Марс, управитель 3-го, 8-м, это очень типичная картинка. Я, в принципе, рассказала уже очень много, и, может быть, да, своими руками. 3-й и 8-й здесь своими руками однозначно. В принципе, тут, ну, если все показатели соединить, если соединить Вимшотри, Чардашу, Таджику и транзиты, тут нету даже никаких сомнений, что это было так, много сообщений удаляется. Нету никаких сомнений, что так оно и было. Друзья мои дорогие, спасибо, что вы пробыли со мной почти 2 часа. Может быть, еще у кого-то какие-то вопросы есть, может быть, кто-то что-то еще хочет уточнить, либо по этой ситуации прокомментировать, по этим вот
по сегодняшнему прямому эфиру прокомментировать. Мне вот так иногда хочется выходить в прямые эфиры, но я вот иногда думаю, что я буду много-много говорить и не буду знать, о чем говорить. Я вас благодарю за то, что... Татьяна, хорошо. Ну, послушайте, потом поделитесь, надеюсь. Я, может, еще напишу сегодня сяду тайм-коды, чтобы можно было потом пересматривать. Будут еще вопросы у кого-нибудь или нет? Хорошо. Я еще, видите, я написала, но ничего не сказала, но я еще напомню, если здесь есть астрологи, которые еще ко мне не дошли на курс по Чародаше, я напомню о том, что в понедельник уже новый поток, второй поток курса по Чародаше будет. И очень классный на самом деле курс, без всяких, без преувеличений. И в этом году, скорее всего, уже больше потоков по Чардаше не будет, потому что я пишу другой курс, и у меня еще в планах там другие курсы. Но этот поток я запускаю второй раз, потому что у меня была просьба после первого потока для тех, кто не успел его сделать. И поэтому, если вы хотели на Чардашу, успевайте, пожалуйста. Уже в понедельник она у нас начинается. Это будет группа, это будут практикумы живые, это будет обратная связь, общение в чате и возможность в группе изучать. Да, Оксана была на Чародаше и точно может подтвердить мои слова, что курс классный. Хорошо. Спасибо всем большое, огромнейшее, 31 человек, это прям вот вообще сейчас в прямом эфире у нас 31 человек, прям супер. Буду постепенно выключать, спасибо вам огромное, сейчас подожду 2 секундочки, потому что задержка трансляции, и буду выключаться, если ничего больше не будет, никаких вопросов. Да, Инна, спасибо. Я хочу вообще каждую неделю сделать еженедельные эфиры, собирать вопросы. Ну вот, может быть, со следующей недели я начну. Хочу вот прям еженедельно вот в эфиры выходить, потому что уже давно чувствую такую потребность. Все, отлично. Спасибо всем большое. Буду завершаться.